Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я буду это делать максимально эффективно. Почему? Потому что вы видите 35 мм на Nubia Z70 Ultra. И многим из вас, хочу отметить, эта камера может безумно понравиться. Особенно фото, либо вот так на штативе, если не двигаясь. Запоминайте вот эту стабилизацию, потому что скоро она исчезнет. Напоминаю, что Nubia Z70 Ultra чем очень интересно для большинства покупателей? Тем, что у фронталки на экране практически нет о ней напоминания, то есть вы не видите фронталку, она здесь ужасна, но она скрыта под экраном. Прямые грани размера, как примерно у S23 Ultra, S24 Ultra, то есть это огромная лопата, 144 Гц экрана, но в то же время не космическая плотность пикселя, а 400 с лишним. 1300 люксов в пике яркость и, разумеется, процессор 8 Elite с довольно неплохими характеристиками. То есть, если смотреть по железу, смартфон отличный. Если смотреть по тому, как они его собрали, то же самое. Очень многим может понравиться такая тема, что у него нет шайб каких-то, у него адекватно выглядят модули. Но это все верхушка айсберга. Почему? Потому что основная фишка — это 35 мм и переменная диафрагма, разумеется. Но, опять же, она не в автомате работает. Физическая эта диафрагма. Не как в других смартфонах. В некоторых, правда, мы уже видели, по-моему, в Huawei как раз. А может еще у кого-то, но это не важно. Почему? Потому что все вопрос в руках, в постановочности фото. И для этого я и делаю таких больше сотни обзоров. Обзором одним кадром в одинаковых условиях на основном модуле. Потому что все равно мы чаще всего пользуемся именно широкоугольным модулем. И это у нас здесь не 26 мм, не 24, не 23, а 35. То есть это эквивалент 35 мм. А в фотографии фактически это самая востребованная штука. Понятно, что 50 мм с очуменным размытием было бы тоже круто, но опять же на основном модуле это было бы безумно неудобно. Так вот, эти 35 мм здесь, они не особо волшебные именно для обычного использования. Но для тех, кто понимает или кому нужна замена фотоаппарата, в принципе, ее можно рассматривать, эту железку. Но до того, как мы начнем прям обсуждать этот смартфон, не забудьте подписаться на этот YouTube канал, не забудьте подписаться на основной канал Польза.нет, где уже был обзор на этот девайс, не забудьте посмотреть прожарку этого девайса, потому что вдруг вы решите его купить, вот до покупки обязательно посмотрите прожарку, потому что вот там даже больше, наверное, чем в самом обзоре, в реальном времени, в режиме реального времени, вы увидите все недостатки этой железяки. И плюс прочитаете отзывы и все остальное. Хочу отметить, что довольно просто на моем канале оценивать популярность того или другого устройства тем, что в рекомендашки я не попадаю, а у меня именно просмотра относительно поискового объема. То есть как часто ищут. Вот они, 35 мм и максимальный зум X15. Но вы им вряд ли будете пользоваться. Так вот, и поэтому тот же Nubia Z70 Ultra можно прямым текстом сказать, что менее популярен, чем какой-нибудь там Redmi Note 14 4G ультрабюджетный, который стоит $120. Ну и при этом вряд ли кто-то на ультрабюджетнике смотрит обзор. А вот смотрите, оказывается, смотрит. Так вот, и подписаться на телеграм-канал скидок и прочитать там про розыгрыш. У нас розыгрыш Poco X6 Pro, потом Poco X7 Pro будет на основном канале ежемесячно. Плюс у меня много всяких еще других телег, но основная телега, если вас интересует этот смартфон, еще моя личная телега. Почему? Потому что я туда скидывал исходники, и как бы я не любил или любил девайс, я стараюсь сделать максимальное количество фотографий в максимально неприятных условиях, в которых, как говорят все, вы вообще так снимать не будете, но не у всех есть студия, а у тех, у кого есть студия, обычно покупают какие-нибудь Sony FX6 для фото или видео, ну или подобные аппараты, не знаю, Panasonic. Так что ликбез я провел. По поводу этого девайса, смотрите, я его топить не стал, здесь IP68, а IP69. Почему? Потому что Nubia Z60 Ultra, которая была до него, и там с ультрашириком было что-то лучше, и опять же, это общее, знаете, такое антураж из разряда «вот, вчера была трава зеленее». Да, в каком-то смысле они физически его ухудшили, в каком-то смысле его физически улучшили в 70-й линейке. Но не об этом я рассказываю про IP. Про IP почему? Потому что это единственный смартфон ZTE, который у меня набрал воду, и из него она не выходила. То есть то, что он там
Утонул, ладно, у меня тонули до него смарты. Но Z60 Ultra, который тоже был с IP68, у меня не просто утонул, а набрал воду, весь вздулся изнутри, и ну, из него было не вывести. Как, ну, вода обычно выливается, а здесь он как губка. И поэтому Z70 Ultra я проверять не стал. И в принципе ничуть об этом не жалею, так как популярность у этого второго-третьего эшелона, она не очень высокая, и не стоит тратить 60 штук на то, чтобы доказать, что там нет никакой влагозащиты. Одного раза мне хватило. Но опять же, может быть, если они там 80-ю будут линейку делать, я вот через одно поколение утоплю. Надеюсь, не утонет. Следующий. Если говорить про этот смартфон, здесь очень много фишек со съемкой из разряда там, не знаю, той же фронталки скрытой. Но все эти фишки нивелируются качеством. То есть я мог вам рассказывать про то, какие здесь есть режимы, но половина из них не работает адекватно. Это примерно так же, как рассказать, что здесь 8 Gen 8 Elite Snap, но ее хватает ровно на 2,5 минуты игры в Genshin Impact, если ты включаешь турборежим. Потом все, смартфон говорит, я перегрелся. И ну, от того, что здесь есть какие-то такие моменты, хочется больше не смеяться, а плакать. Так как, допустим, в PUBG New State при 400 люксов играть вообще не кайф. Плюс он еще и перегревается. И как игровой смартфон он никакой. Вот. И в целом, повторяюсь, что основная миссия подобного рода обзоров лично у меня, это, даже если вы отключите, допустим, звук, дать вам возможность сравнить в одинаковых условиях одинаковое лицо, разные железки, как они будут работать на основном модуле и что у них будет происходить с камерами. На ультрашире к Сосново не перейти. Если говорить про какие-то еще особенности, помимо 144 Гц экрана, тач мне не понравился. Зарядка здесь не флагманская. Почему? Потому что здесь нет ни беспроводной зарядки, ни беспроводной, соответственно, реверсивной. То есть, по идее, флагман должна быть. Плотность пикселей не флагманская. По поводу яркости я уже говорил, что малейшие нагрузки, она уходит в никуда. По поводу, собственно, рамок и всего остального. Ну, обычная, хорошая, классическая лопата. Смысла рассказывать вам про то, что здесь есть механический переключатель звука, он есть. Кнопочка специальная, которую можете фотографировать и потом, может быть, программировать сможете, тоже есть. То есть здесь у нас качели регулировка громкости, кнопка питания, еще одна дополнительная кнопка и еще и переключатель механических режимов. Ну, такой себе вариант. Почему? Потому что это, опять же, копия в каком-то смысле яблок. То есть ты напихал сюда кнопок и как рептилоид должен, получается, 5 пальцами все это дело юзать. По мне, не особо разумно, но имеет право на жизнь. В общем, Nubia сделала что-то за довольно большие деньги, по мне. Но после всех этих тирад от меня, я могу вам повторить то же самое, что сказал в ролике. У меня идет, ну, допустим, как купил устройство, продал устройство, что утонуло, сколько потерял. Там, или как люди относятся, нравится или нет дизайн. Вот дизайн этого смартфона мало кому нравился, но девушкам, кому я давал фотографироваться, то есть я сначала, ну, с одной стороны, не скидываю фотографии портретов, но я их делаю. И плюс еще даю народу делать, потому что мне интересно мнение. В общем, по какой-то неясной мне причине вот эти Nubia на свои 35 мм делают фотографии именно без блера, без дополнительных фильтров, так, что они нравятся моим знакомым, большинству. И они выбирают, допустим, из Oppo Find X8 Pro, iPhone 16 Pro Max. Vivo у меня был тогда последний. Ну, понятно, это не Ultra был, не X100 Ultra, но Vivo X200 Pro. То есть вполне возможно, если вы интересуетесь мобильной фотографией, смотрите меня и хотите внутри себя сказать, что за дурак, что он тут задвигает, я с вами абсолютно согласен. Многим очень нравится, как это дело фотографируют. Очень плохо отрабатывает стаб для фотографии, часто очень смазы. И да, лучше купить Sony Z10VE и потом покупать к ней оптику, чем купить этот смартфон. Но многие скажут, а почему тогда не мобильная техника не может быть просто вот как фотоаппарат. И в этом случае, как я и говорил в основном обзоре, я напоминаю, что я не очень люблю Huawei.
И считаю, что Huawei Pura 70-я линейка — это лютой воды разводилово людей, которые не понимают, как пользоваться чем-то без гуглов. Но, учитывая, что их там, допустим, по-моему, 70 Pro стоил 90 штук, а сейчас он бушный на Авито, практически не юзанный, 43-45, не обязательно на Авито, есть много других мест. То есть вы технически, если хотите себе что-то в рамках фотоаппарата или для видео, можете купить это дело. Потому что без гуглов оно не особо полезно, но опять же Nubia с гуглами или без, учитывая ее способности в играх, они вам и не нужны будут. Мессенджеры вы как-нибудь установите на Huawei. То есть да, все-таки первый эшелон, пусть даже с древними технологиями, по мне, если дешевле на 50%, чем второй эшелон, он более перспективен. Понятно, что для перепродажи нет, потому что если за такие деньги они висят, их значит продать не могут. И я людей абсолютно бесконечно понимаю, которые не хотят их покупать. Но вдруг вам нужна мобильная фотография, рассмотрите еще его. То есть с точки зрения железа он такой же мертвый. Хотя здесь железо современное, но с программным обеспечением беда. Скорее всего, какие-то еще недостатки я забыл, но вы можете посмотреть основной ролик и оценить для себя, так же как и прожарку, стоит этот смартфон своих денег или нет. Мое экспертное заключение, с которым вы можете не соглашаться, потому что, разумеется, оно основано на моем опыте. У меня там слишком много, как говорят, смартфонов я покупаю, слишком много я тестирую. Поэтому у меня есть из чего выбрать за те же деньги. Разумеется, я бы купил OnePlus 13 глобальной версии на Лихе или еще без разницы где. И радовался бы жизни, а не пытался бы с пены у рта доказать, что 35 мм без стаба — это вообще круто. Плюс и у меня еще крышка поцарапалась у этого смартфона. Ни с чего. То есть я обычно без чехла стараюсь найти, чтобы примерно оценить, насколько хорошо смартфон будет потом в использовании и как он будет погибать или нет. В общем, крышка у меня поцарапалась. Так что от меня девайсу нет. Пишите, чтобы я продолжал подобный банкет. Очень тяжело морально делать после основного обзор одним кадром. Почему? Потому что я примерно прикидываю претензии уже комментарии ваши прочитал, разумеется, под основным роликом. И ну, желания мало, но надо, видите? Так что, чтобы вот это дело продолжалось, и у вас возможность была без звука, возможно, кого бесит, что я говорю, оценивать основные модули устройств уже 3 года вы можете просто не вот это вот ла-ла-ла, у них там апертура стала 1.55, размер пикселя меньше, светосила, вот это вот там 4К 60 FPS супер плавно, еще что-то. Вот вы можете любой ролик открыть и увидеть, что там стало плавное. Жесткий штатив, 4К 60 FPS, если смартфон поддерживает. И вот так я хожу. Лифт, берег, солнце. Солнце в линзу, солнце в лицо. Вот так. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.